Здравствуйте, друзья! Сегодня лекция будет называться «Пропаганда». Сегодня эта тема очень актуальна и у всех на слуху. И это влияние на мозг людей, то есть это влияние на целые народы, на целые нации. И современный мир от пропаганды не откажется. Сегодня мир фейков. И очень тяжело человеку сегодня разобраться в правде. Чтобы разобраться в правде, надо много информации различной смотреть и с той, и с другой стороны. Сегодня, естественно, идет противостояние и России, русского мира, Запада. И, естественно, Запад, он очень агрессивен. Я в последнее время вижу, как агрессия все больше и больше. Это связано с тем, что темных начинают удалять. Если вы задумаетесь, что раньше вы никогда бы не подумали, что Ельцин преступник, Горбачев преступник, а сегодня уже многие начинают просыпаться. Многие вещи, вот я недавно смотрел речь Ельцина в Сенате США, и вот он свою речь, то есть он там хвалил Америку, мы там идем в демократию, мы стараемся сделать это, мы сократили вооружение, мы убрали вот эти ракеты, там, и речь заканчивается Ельцина тем, что он говорит: Господи, храни Америку. Представляете, да, сегодня бы там вышел какой-то президент и сказал: Господи, храни Америку. То есть, и там все хлопают, сенаторы: Ельцин молодец, свой человек. То есть это предатели. Ельцин, Горбачев — это предатели. И просто, говорю, как видно это со стороны, что когда убирают темных, то таким образом мы видим, что оголяется правда, неудобная правда. Эта правда начинает обрастать фейками, с ней начинают бороться. Сразу скажу, что по телевизору вам никогда не расскажут правду. Мы уже много раз это говорили на своем канале. Для зрителей будет даваться та информация, которая нужна дать, да, чтобы люди знали только эту информацию. А что происходит на самом деле, вам никогда не расскажут. То есть какая-то информация будет проникать в интернет, вот утечки все равно какие-то бывают, и постепенно какая-то информация все равно доходит до людей. Но по центральным каналам этого никогда не расскажут. Естественно, по центральным каналам будут рассказывать только то, что удобно властям. И то, что нужно знать людям. Да, зачастую, часто власти рассказывают, что, понимаете, вот не будет дорожать там ничего, да, цены не поднимутся, инфляции не будет, это мы не сделаем, а это происходит потом. И так много раз. Это делается для того, чтобы успокоить людей, да, что там пенсионная реформа вам ущерб не нанесет, да, что цены не будут подниматься, так что не переживайте, там гречку не скупайте, все будет в порядке, всего хватит, 5-10, да. Какие-то вещи там они, происходят правильно, но есть вещи, которые специально говорят так, чтобы люди, не паниковали, да, и так далее, не было каких-то демонстраций, митингов на улице. Естественно, сейчас идет информационная война, она уже давно идет, и каждая страна, она все равно будет рассказывать что-то свое. Вот. И это, наверное, может и правильно будет, с одной стороны. Я против этого. Я хочу всегда, чтобы была правда, чтобы была прозрачность. Естественно, что если нас уже приучили, что вот так все создано, вот так все работает, то сейчас, если сказать правду, то всех сметут просто. Все правительство просто снесут. Вот. И вся вот эта пропаганда, да, она направлена на некую линию, да, которую каждая страна ведет, куда она ведет людей, да, что люди хотят от этого, да, что правительство хочет, что те, кто контролирует ту или иную страну, хотят от этого. И таким образом людям уже сложно будет воспринимать информацию другую, да, то есть есть люди, которые открыты для любой информации. Хочу некоторым людям просто сказать, вот у каждого своя точка зрения, у каждого, некоторые люди, как я, уже определились со своей политической там составляющей, со своей точкой зрения, да, на те или иные вещи. Они не просто так появились, они появились с сознанием дела. Вот. А не как некоторые думают, что там Роман сидит, только русские новости смотрит, им больше ничего не интересно, ничего не понимает.
Во-первых, у нас есть сущности, у которых много что мы можем узнать. Во-вторых, свою родину надо любить. Я недаром с западного мира вернулся в русский мир, вот, который, во-первых, и ближе мне, и я знаю, что правда за ним. Вот, а все вот эти западные страны, это все мыльный пузырь надутый, как бы, и с надутой историей, и с надутыми демократическими ценностями и так далее. То есть это все надутый пузырь, западный мир обворовал, русский мир, как бы, да, сейчас сидит и балдеет, как бы. А русские люди, они немножко наивные, вот, и, естественно, поддались на провокации темных, которые постоянно их обманывали. И сейчас мы все это разгребаем. Вот, поэтому каждый сам определяется. Во-первых, Родина, например, да, если взять, например, разных людей, вот сегодняшние события, видно, как актеры некоторые реагируют, да, если у человека в банках лежат деньги, например, да, он, естественно, будет ругать правительство, да, вы что там сделали, зачем вы так поступили, теперь SWIFT закроют, там, как я буду деньгами пользоваться, как я буду в свой дом там ездить в Италии, там, во Франции, либо в Финляндии, либо где-то в Америке, да, то есть человеку наступили на его, то, что вот он заработал, то, что он хочет там куда-то ездить, зарабатывать деньги в стране у себя, да, ездить за границей, тратя их, и там все покупая. Вот, мы все потеряем от этого, и я потеряю, еще может кто-то потеряет, и это нормально, как бы, да, вот, это наше развитие, наши какие-то ограничения, и финансовые такие, то есть это нормально. Вот. Родина, допустим, да, я начал говорить, она одна. И правильно там некоторые сейчас деятели говорят, и Бодров говорил, что даже если Родина не права и отставит какие-то свои убеждения, то ее за это ругать нельзя. И надо идти вместе с Родиной до конца, как бы, да, и потом уже по скриптам уже разбирать, права она была, не права она была, что делать, что не делать и так далее. Ну, это как бы такие выжимки. Есть правительство, есть Родина, есть страна. Родина это одно, а правительство это другое. Политика государства это одно, а Родина это другое. Поэтому все, что происходит с народом и с Родиной, это одна тема, а все, что происходит у государства, это другая тема совершенно. Сегодня одно правительство, завтра другое правительство, послезавтра третье правительство. Поэтому любить свою родину надо обязательно, малую родину. Там, даже если у вас в программе прописано там, другие страны, когда вы переезжаете, вы все равно периодически будете возвращаться на свою родину. И каждый сам выбирает, где именно ему сердцу больше нравится. А Родина это то, что поля, климат, леса, деревья, природа, да, которая у вас, как многие говорят, в душе, да, на самом деле в сердце, которая вам нравится. А когда, конечно, вы хотите, чтобы природа была, там, чтобы цены адекватные были, конечно, это все хотят, и правительство, но не всегда так бывает, потому что у каждой страны своя программа и свои сложности, уроки, и также люди их проходят. А мы все, конечно, стремимся к легкой жизни, к сладкой жизни, чтобы никогда не было войны, чтобы все друг друга понимали. Вот. Но пока на Земле много темных, и пока после темных еще не пройдет какое-то количество лет, когда все люди проснутся, поймут, что мы все на этой планете, что Землю засорять нельзя, что обманывать друг друга нельзя, что границы друг от друга закрывать нельзя, что с оружием доказывать, чья вера важнее, главнее, или там, что вот я разговариваю на этом языке, мой язык главный, а твой язык не главный, там, или там мое воззрение такое, твое такое. Мы все можем иметь разные воззрения, мы все можем иметь разные точки зрения, но мы не должны навязывать никому, что вот это так должно быть. Я единственно за правду, да, то есть правда, она самая главная, истина, она одна. На данный момент времени, когда мы развиваемся, да, может через там, 300 лет там, истина чуть поменяет сущности, что теперь план игры, правила игры такие изменились и надо перестраиваться. На данный момент времени это так. И всегда хочется докопаться до истины, да. И это очень интересно, когда в историю вникаешь постоянно. И когда ты видишь, что историю переписали, а для какой цели переписали, да, что про планету нам правду не рассказывают, как она выглядит, про космос нам правду не рассказывают. Естественно,
Ну, может быть, им некоторые вещи не надо сразу правительству, людям рассказывать, это неправильно, потому что есть какие-то секретные моменты, но есть вещи, которые мы должны знать, конечно, что происходит, как это все работает и так далее. Ну, к сожалению, мы живем сегодня в таком мире, где надо всех друг с другом столкнуть, сделать какие-то заявления, получить дивиденды, получить финансы за какие-то вещи, которые сейчас в мире происходят. Вот. Влияние свою, геополитику свою продвинуть в каких-то направлениях и так далее. Поэтому люди живут именно так, как они начитаны, как они ощущают эту ситуацию и как они пропитаны пропагандой. Пропаганда она будет, это информационная война, поэтому такие вещи нужно стараться очень аккуратно переваривать в голове. И все мы равны на этой планете, нету каких-то главных, не главных. Стараться, конечно, нужно все решать мирным путем и договариваться, и не забывать, конечно, душевно развиваться, выполнять свою программу, двигаться в правильном направлении, пользоваться интуицией и быть счастливым человеком. Даже когда вы что-то хотите иметь, у вас этого нет, но нужно создать в голове свой мир, создать такие настроения, что то, что вы имеете, это классно. Этого достаточно вам, и все это в вашей жизни будет приносить вам радость и двигаться дальше, выполняя свой жизненный путь, свою программу и идти по своей судьбе. Будьте здоровы, счастливы, будьте спокойны, все будет хорошо, удачи и увидимся в новых выпусках. Всего доброго, до свидания.